Счастье должно быть, любовь должна быть, и без смысла жизни тяжело прожить. Я Сергей Крастелев, и у меня есть желание поделиться своими соображениями о любви, счастье и смысле жизни. Итак, благодаря лицемерам, моральный облик которых не позволяет отождествлять их с людьми, современники вынуждены смотреть на мир сквозь призму невежества, через которую невозможно разглядеть истинную суть вещей. И именно благодаря лицемерам скоротечную влюбленность, перетекающую в привычку и привязанность, сегодня отождествляют с вечной любовью. За счастье же ныне выдают все что угодно, но только не то, что является счастьем. А элементы нормальной, достойной жизни ложно выдают за единственную цель, только которая, якобы, и наполняет жизнь смыслом. Что же касается истинного смысла жизни, то он заключается в поиске истинного счастья, наиболее значимый шаг к которому будет сделан лишь тогда, когда люди научатся уважительно относиться друг к другу. И речь идет именно об уважении к людям, а не к нелюдям, которые уважения недостойны. А подробно и обоснованно об этом изложено в статье «Тайна мироздания» из журнала «Старстеп», где, помимо прочего, находится и достаточно подробная инструкция для продвижения к истинному счастью. Что же касается истинного счастья, то оно однозначно не в деньгах и даже не в их количестве. Но парадокс заключается в том, что чтобы это осознать, как минимум, требуется деньги заиметь. Избавить же людей от лишних движений в поисках просветления позволяет уже накопленный человечеством опыт, с высоты которого позволительно заявить о том, что счастье – это нечто многогранное, неотъемлемой частью чего является любовь. Иными словами, вне зависимости от закладываемого в понятие счастья, без обретения любви истинного счастья познать невозможно. Как невозможно собрать пазл при отсутствии хотя бы одного фрагмента. Что же касается любви, то она однозначно существует. И в отличие от влюбленности, любовь не ограничена временными рамками и иными условностями. А найти свою любовь, хоть и сложно, но все же возможно. Но для этого следует знать то, что достаточно подробно освещено в статье о любви из журнала «Старстеп», где обоснованно раскрыта суть традиции обручать малолетних детей, что в несколько извращенной форме и поныне практикуют представители отдельных народов. А суть этой традиции уходит корнями вглубь веков, когда люди еще не разбрелись по миру и имели возможность воочию наблюдать связанные с деторождением закономерности. И речь идет о закономерностях, которые подтверждают статистические данные, незначительной погрешности которых обусловлены несовершенством современной системы статистического учета. Так, обратившись к статистическим данным о рождаемости, выяснится факт того, что разнополые люди, как и иные представители земной фауны, рождаются в строго определенной пропорции, а именно 50 на 50%. Иными словами, в природе каждой особи предназначена своя вторая половина противоположного пола, которую всего лишь следует отыскать. И именно знание о том, что пары рождаются одновременно, то есть в один миг, но в сегодняшних реалиях не всегда на одной территории, позволяет отыскать предназначенного судьбой человека. Так что пора бороться за свое счастье, путь к которому преграждает только собственная лень и ложь лицемеров. И если свою лень каждый способен победить собственными силами, то укоренившуюся ложь люди могут выкорчевать, лишь сплотившись, без чего человечеству невозможно избежать и нависшей катастрофы вселенского масштаба, суть которой обозначена в уже упомянутой статье «Тайна мироздания», где, помимо всего прочего, обоснованно указано и на возвращение первопредка, чьи знания и нашли отражение в вышесказанном. Хотите – верьте, а хотите – проверьте и верьте. Если есть желание знать больше, а жить лучше и дольше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Счастье должно быть, любовь должна быть, и без смысла жизни тяжело прожить.